Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серии видео по созданию вариативного шрифта FontLab. Прошло почти 2 года с выхода предыдущего курса, в котором мы с вами на основе классической гарнитуры журнальная рубленная разбирались, как создать свой первый шрифт. Теперь пора двигаться вперед и улучшать свои навыки шрифтового дизайнера. После прохождения этого 50-часового видеокурса, состоящего из 250 уроков, вы сможете сделать из вот этого полноценный вариативный шрифт, например, такой, который вы видите на экране. Или любой другой шрифт, возможно, у вас есть какие-то наработки, черновики, или, может быть, вы хотите сделать не журнальную рубленную, а гельветику, Jill Sans или что-нибудь подобное, или, может быть, даже вообще шрифт с засечками. Но в качестве обучения я выбрал именно классический шрифт журнальная рубленная, потому что он достаточно простой, знаком всем из детства, я думаю, и на нем гораздо проще будет понять, как сделать какие-то определенные элементы, как устроены буквы и так далее и тому подобное. Разумеется, все это делается не в 2 клика, поэтому вам придется проявить терпение, усидчивость и, так сказать, потратить немало времени, чтобы освоить весь этот курс. Поэтому для ускорения этого процесса можете смело смотреть эти видеоуроки на скорости x2, но если что-то вам будет непонятно, то пересматривайте на обычной скорости. А еще этот курс выйдет на 2 языках. Сначала на русском, потом на английском. К этим урокам также добавлены и субтитры, поэтому если вам что-то будет непонятно, включите, возможно, это вам облегчит понимание. Мы пройдем все этапы превращения обычных растровых картинок в полноценный шрифт. Сделаем кернинг, хинтинг, напишем огромное количество OpenType фич и добавим много символов расширенной латиницы и кириллицы. И даже поговорим о том, как создать свою шрифтовую студию, подготовить красивые иллюстрации, оформить сайт, написать рецензионное соглашение и подготовить ваш шрифт к продаже. Но конкретно этот шрифт, который вы сейчас будете рисовать, я бы не стал распространять, потому что вы еще не до конца достигли того уровня профессионализма, чтобы по вашим шрифтам могли судить о вашей квалификации. Так что лучше приберечь его на потом, через время вы сможете его доделать, вы увидите все какие-то возможные недочеты, которые вы сейчас пока еще не видите, и после этого, когда у вас уже будет сформирован опыт, вкус и так далее, вы сможете его довести до ума и, возможно, даже опубликовать. Этот курс ориентирован на тех, кто пользуется программой FontLab. Для того он, собственно, и создан, чтобы, во-первых, научиться рисовать шрифты, а во-вторых, научиться пользоваться самой программой FontLab. Но если вы пользуетесь каким-нибудь другим шрифтовым редактором, например, Glyphs, RoboFont, FontForge или что-то еще, вам этот курс тоже может подойти, потому что основные параметры, инструменты, какие-то вот механизмы и так далее в целом похожи между разными программами. Меняется только интерфейс, но основной принцип построения букв, написания кода, оформления иллюстраций и так далее, они везде одинаковые, поэтому вы можете его просмотреть просто как теоретическую основу. Видеокурс состоит из 250 уроков. Сами понимаете, это огромное количество информации, и осилить это все за один раз просто невозможно. Тем более это 50 часов, это больше 2 суток подряд. Вот. Поэтому для того, чтобы его изучить, у вас есть 2 подхода. Первый – это теоретический способ. Предположим, у вас уже есть какой-то опыт работы в FontLab, вы сейчас рисуете какой-то шрифт, неважно какой, ну то есть первый, второй или еще что-нибудь делать, в общем, в целом вы умеете пользоваться программой. Поэтому, разумеется, вам рисовать вместе со мной шрифт не нужно, потому что это трата ваших сил, ресурсов, времени и так далее. В этом случае вы просто выделяете по час, может быть 2 в день и смотрите уроки, как будто это какой-то сериал. Или просто на обеденном перерыве смотрите по 1, 2, 3 урока, потому что я их специально делал достаточно короткими, по 10 примерно 15 минут, чтобы вы быстрее и легче могли усваивать информацию. И когда в своем шрифте вы столкнетесь с какой-нибудь проблемой, вам может быть проще найти соответствующий урок, в котором я раскрывал решение либо этой проблемы, либо, может быть, использовал какую-то технику, которая вам нужна сейчас в текущий момент. Таким образом, у вас на просмотр всего курса уйдет где-то примерно 2-3 недель свободного времени. Ну а второй способ – это практический. В этом случае вы бросаете все свои дела, все свои проекты, все свои шрифты и делаете ровно то, что я делаю в своем курсе. То есть повторяйте за мной шаг за шагом. Это наилучший способ для тех, у кого нулевой опыт работы в FontLab, но прохождение в таком темпе курса займет у вас несколько месяцев, а может быть и даже полгода, потому что создание шрифта – это не создание какой-нибудь картинки, это полноценная структура с определенным набором правил, с какими-то этапами важными, которые просто-напросто нельзя пропускать. Ну и хоть я показываю все достаточно подробно, я это делаю на примере примерно 20-30 букв, а в алфавите, как мы знаем, букв значительно больше, различных символов расширенные, кириллицы, латиницы, их тоже очень много,
И все это вы должны будете делать за кадром, чтобы примерно поспевать за тем, что делаю я. Поэтому если в какой-то момент вы вдруг устали, что-то не успеваете, на чем-то там застопорились и так далее, просто отложите практическую часть и продолжите смотреть этот курс как обычный сериал. То есть просто смотрите, как и что я делаю. Так вы увидите все этапы создания шрифта от момента его зарисовок до публикации в различных шрифтовых магазинах. Ну а когда наберетесь сил, когда отдохнете, вы всегда можете вернуться и продолжить работать над тем проектом, который мы с вами делаем с самого начала этого курса. К слову, шрифтовой дизайн – это всего лишь мое хобби. Я не занимаюсь этим профессионально, и поэтому я не закапываюсь в какие-то теоретические дебри, не изучаю историю шрифтов и так далее. Это не очень для меня интересно. Поэтому я просто люблю рисовать буквы. Вот, собственно, поэтому я и работаю в FontLab, и поэтому я записываю этот курс. Я также не преподаватель шрифтового дизайна или преподаватель вообще, в принципе, не занимаюсь обучением, поэтому воспринимайте все вот эти видео как просто обычный видеодневник, блог того, как вообще создается шрифт. Я просто записываю то, что я делаю, потому что на самом деле иногда я даже пересматриваю свои уроки, когда я забываю, как сделать какую-нибудь определенную штуку, потому что я ее делаю редко, изучать заново материал неинтересно, я просто просматриваю отрывки из своих уроков и быстро вспоминаю, что и когда я как-то делал. Для работы вам понадобится 8-я версия FontLab, потому что она самая актуальная, и в ней присутствуют все те фильтры, инструменты, про которые я рассказываю в этом курсе. Но если у вас вдруг 7-й или 6-й даже FontLab, вы тоже можете учиться и делать шрифты по типу моего курса. Единственное, некоторые инструменты или некоторые расположения меню будут отличаться, поэтому там уже, если где-то что-то у вас отсутствует, вы просто делаете обычным способом рисования и не забивайте голову новыми техниками. Но в идеале, конечно же, скачать хотя бы демо-версию FontLab на сайте и пользоваться уже самой актуальной на текущий момент программой. Кстати, в разделе о программе вы можете увидеть мое имя в списке людей, которые так или иначе причастны к созданию программы FontLab. Поэтому, я думаю, это свидетельство того, что я хоть немножко, но разбираюсь в программе FontLab, и, наверное, мне можно в некоторых моментах доверять. Изначально курс планировался продолжительностью примерно где-то 5-6 часов и должен был содержать не более 50 уроков. Но в процессе создания шрифта Zasker, который вы видите сейчас на экране, я погружался, так сказать, глубже в создание шрифта, находил какие-то новые техники, находил какие-то нюансы важные, которые просто нельзя было оставлять за кадром. Поэтому курс разросся до такого большого размера, но это даже плюс, потому что я максимальное количество каких-то важных и сложных моментов попытался осветить, ну и плюс ко всему сюда добавился еще и раздел по созданию своей шрифтовой студии, что в целом актуально будет для начинающих шрифтовых дизайнеров. В итоге весь курс у нас с вами занимает около 50 часов. Это, сами понимаете, большое количество работы. Создание курса заняло у меня 1,5 года, поэтому я буду очень благодарен вам за комментарии к видео, за лайки, репосты, потому что это все-таки немножко помогает популяризировать шрифтовой дизайн в общей дизайнерской среде. Также хотелось бы выразить благодарность команде FontLab и, в частности, Юрию Ермоле за информационную поддержку при создании этого курса. Ну и всем тем, кто так или иначе был причастен к созданию этого курса, потому что я со многими людьми консультировался, и некоторые даже помогали мне писать некоторые уроки. Как вы понимаете, создание шрифтов доступно не только большим дизайн-студиям, а обычный человек тоже может вполне себе создавать шрифты и даже продавать их, и, возможно, даже зарабатывать. Потому что шрифтовая студия — это не всегда большой штат сотрудников, какой-нибудь офис в центре или еще что-нибудь. Иногда это даже просто один человек, который умеет делать все, и по большому счету он и есть сам по себе шрифтовая студия. И именно об этом мы с вами поговорим в последней или предпоследней главе этого курса. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит, я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовый фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.